Он сидел в коридоре частной клиники Сиэтла, где мраморные стены и стерильный блеск казались издевательством над его состоянием. Миллионер Эдвард, человек, привыкший управлять бизнесами и решениями, ощущал себя совершенно бессильным. Его сын, Джейсон, после тяжелой травмы уже год не мог ходить, и каждый визит к врачам заканчивался тем же: очередные объяснения, очередные попытки и ни одного реального результата. Когда Эдвард уже перестал различать дни, в коридоре появилась маленькая девочка из бедного района неподалеку. Ее звали Лилиан, но она выглядела так, словно сама давно нуждалась в помощи. Она торговала дешевыми сладостями у входа, и он никогда не обращал на нее внимания, пока однажды она неожиданно подошла к нему и сказала, что знает способ помочь Джейсону. В ее словах не было ни просьб, ни выгоды, только спокойная уверенность, которая выбивала его из привычного циничного ритма. Эдвард не верил, но Джейсон впервые за долгое время проявил интерес. Это решило все. Лилиан отвела их не в кабинет врача, а во двор между старыми домами, где собирались дети без присмотра взрослых. Там не было стерильности, зато была жизнь. Девочка объяснила, что однажды ее брат тоже потерял способность ходить, но восстановился не благодаря операциям, а игре, ежедневным маленьким шагам, которые начинались не с тела, а с веры в движение. Она посадила Джейсона перед резиновым мячом и попросила лишь дотянуться до него ногой. Это казалось ничтожным, но когда его стопа едва сдвинулась, во дворе словно что-то изменилось. С этого дня Лилиан приходила ежедневно, и ее простые задания становились для Джейсона маленькими победами. Дети вокруг подключались, создавая атмосферу, которой Эдвард никогда не встречал в лучших клиниках. Через несколько дней Лилиан нарисовала на асфальте мелом линию, превратив ее в условную преграду. Джейсон научился преодолевать ее, сначала носком, потом чуть смелее. И однажды он попытался подняться. Сначала это был всего миг, на который он оторвался от кресла, но через несколько попыток он смог выпрямиться и стоял, дрожа, но стоял сам. Для Эдварда этот момент стал переломом. Он понял, что сила, которую он искал в специалистах и в деньгах, пришла оттуда, где он меньше всего ожидал, от бесхитростной девочки из бедного квартала. Она не взяла с него ничего, кроме обещания, что когда-нибудь Джейсон поможет кому-то так же, как она помогла ему. Эдвард понял, иногда чудо не требует технологий и дорогих кабинетов. Иногда достаточно человеческой искренности, которая умеет поднимать на ноги тех, кто давно разучился верить в движение. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.